Всем привет, друзья! Вы на канале Power Device. Как я считаю, данный ролик будет очень полезен всем пользователям Realme, ведь я покажу вам все толковые и рабочие способы переноса резервных копий между вашими смартфонами и восстановления данных. Всего будет два способа, которыми я сам лично пользуюсь на опыте со своими смартфонами Realme. Первый способ – бесконтактный перенос всех своих данных со старого смартфона на ваш новый смартфон Realme. А второй способ – это перенос всех данных вручную, с одного смартфона на другой. Также мы сделаем, конечно же, резервную копию всех этих данных. И, например, если даже вы продали свой смартфон и приобрели новый, то вы сможете восстановить все свои приложения, настройки и данные на новом смартфоне. Итак, друзья, сразу хочу сказать, что в этом ролике мы не будем затрагивать резервные копии, которые делаются через Google, так как я считаю этот способ не самый лучший. И еще при загрузке этой гугловской копии на ваш чистый телефон могут возникнуть проблемы. Я считаю, что каждый пользователь должен создать резервную копию своих данных, настроек и приложений, потому как в любой момент могут возникнуть такие ситуации, например, вы сбросите свой смартфон к заводским настройкам, или попросту приобретете новый смартфон, тогда вы с легкостью сможете восстановить все свои приложения, настройки, фотографии и так далее. Итак, приступаем к первому рабочему способу. На смартфонах Realme есть такая папка Tools. В ней есть приложение клонирования. Это бесконтактный перенос всех данных с одного смартфона на другой. Теперь предположим, что это мой старый смартфон, на нем сохранены все мои данные, фотографии, приложения и так далее, а этот я купил сегодня, и на него нужно перенести все эти приложения. Беру свой новый смартфон Realme, на нем нужно найти то же приложение, что и на старом. Приложение клонирования. Нажимаю «Новое устройство». Выбираю Oppo, Realme или OnePlus. Кстати, все эти способы подойдут именно под эти смартфоны Oppo, Realme и OnePlus. Здесь открывается такой QR-код. Теперь беру свой старый смартфон. Нажимаю «Старое устройство». Открывается считывание QR-кодов. Навожу на новый смартфон. Происходит подключение. Обратите внимание, что при этом должен быть включен Wi-Fi, что на этом, что на том смартфоне. Теперь нажимаем «Выбрать все». У меня нет контактов, сообщений и журнала звонков, потому что на этом смартфоне я давно не пользовался сим-картой. У вас же должны выделиться все галочки, в том числе изображение, видео, музыка. Предпочтительные настройки – все приложения с вашего смартфона, а также все настройки и данные приложений. И просто нажимаете «Перенос». Если у вас стоит отпечаток пальца либо пароль, подтверждайте, что это вы. Начинается резервное копирование. Я у себя его остановлю, потому как мне это не нужно. Вы же просто дождитесь переноса всех данных со старого смартфона на новый. К слову скажу, друзья, что если на вашем Realme, Oppo или OnePlus нету приложения клонирования, то оставлю это приложение внизу в описании. И вообще там же оставлю все приложения, которые нужны для нашего сегодняшнего видео. Переходим к варианту копирования номер 2. Этот вариант более серьезный, и он делается вручную. Предположим, что это мой старый смартфон, которым я пользуюсь 1,5 года. На нем все мои данные, приложения и настройки. Сейчас я создам на нем копию, которую я потом смогу в любой момент перенести на другой смартфон, даже если уже этого смартфона у меня не будет на руках. Сразу скажу, друзья, что вы должны двигаться именно по моим шагам. Сложного здесь ничего нет. Итак, резервная копия нашего смартфона будет создаваться с помощью самого смартфона, но чтобы потом ее переносить на другой смартфон, нам понадобятся вот такие два приложения. Как я уже сказал, ссылку на них я также оставлю внизу в описании под роликом. Сразу установите себе их на смартфон. Приложения установлены, теперь идем в настройки. Системные настройки. Внизу «Создать резервную копию». Заходим в этот пункт «Резервная копия и перенос». Это был смартфон с Realme UI 3.0, а этот с Realme UI 4.0. И эти же настройки здесь находятся. В дополнительных настройках то же самое «Создать резервную копию». Резервная копия и перенос. Если же у вас смартфон Oppo или OnePlus, или вы вообще не можете найти эту настройку, просто пропишите ее в поиске настроек. Итак, заходим в этот пункт «Локальная резервная копия».
Если у вас вдруг здесь будут какие-то копии, которые создавались автоматически, можете удержать на них, а потом удалить. Далее нажимаем «Новая резервная копия». Точно так же выделяем здесь все галочки и нажимаем «Начать». Так как этот смартфон у меня не в постоянном пользовании, моя резервная копия заняла всего 2 гигабайта 56. Нажимаем «Готово». Наша резервная копия появилась здесь. Нажимаем «Начать», и все эти данные восстанавливаются, но нам нужно, чтобы все то же самое было только на новом смартфоне. Теперь, друзья, нам нужно найти ту папку, куда телефон сохранил нашу резервную копию. Сейчас я это вам покажу. Сперва давайте зайдем в стандартный проводник Realme, нажимаем «Память устройства», нам нужна корневая папка. Здесь создайте новую папку и назовите ее APK. Можете назвать по-своему, но я назвал APK, мне так удобнее. И для вас это будет также удобно, чтобы идти по шагам вместе со мной. Для этого просто нажмите 3 точки «Новая папка». Пока стандартный проводник нам больше не нужен, можно его закрыть. Далее идем в наше установленное приложение Mixplorer. Здесь заходим в папку Android, Data, com.colors.backup Restore. Здесь и лежит наша копия. Вот он, бэкап. Итак, друзья, удержите на этой папке. Теперь нажимаем 3 точки. Копировать в. Здесь нажимаем эту сноску. Внутренняя память. Здесь должна появиться наша созданная папка APK. Найдите ее. Нажимаем на нее. Окей. Происходит копирование нашего бэкапа. Помните, когда мы создали резервную копию, она весила 2,56 гигабайта. То же самое и здесь. Обратите на это внимание. Mixplorer можно закрыть. Теперь снова заходим в наш стандартный проводник, в корневую папку, APK, вот она наша папка Backup. Здесь и хранятся все наши данные. Можно на всякий случай ее выделить, удержите на ней, еще и проверить сведения. Видите, она весит 2,56. Это именно та наша резервная копия. Конечно же, друзья, так как это мой смартфон не на постоянку, ваша же резервная копия может весить 20 гигабайт и более. Поэтому смотрите, что мы делаем. Снова удерживаем на ней. Еще. Нажимаем «Сжать». Сжать в родительскую папку, то есть в ту же самую, где она уже лежит. Окей. Сжатие будет происходить какое-то время, нужно подождать. И к слову скажу, что сжатие – это перенос файла в zip формат. То есть этот файл можно будет с легкостью разжать как на самом смартфоне, так и на компьютере. И кстати, если ваш проводник не поддерживает сжатие, то можете в Play Market скачать любой архиватор. Теперь, друзья, перейдем к самому главному шагу. Как же этот бэкап с нашими данными перенести на наш новый смартфон? Здесь, друзья, отмечу, что если вы этот бэкап создали на будущее, чтобы потом залить его на новый телефон, вам нужно его куда-то перенести. Ну или без разницы, если вы, например, хотите обнулить сейчас этот смартфон, а потом восстановить через бэкап на нем все приложения, также вам нужно этот бэкап куда-то перенести. Поэтому, если он весит очень много, то для хранения лучше перенести его на свой компьютер, либо флешку. Если же в сжатом виде он весит менее 5 гигабайт, то заходим в приложение OneDrive. Здесь, друзья, вам нужно зарегистрироваться, регистрация очень простая. Именно поэтому я выбрал это приложение, я сам им давно пользуюсь. После этого нажимаем плюсик, отправить, слева 3 полоски, модель вашего телефона, вот она наша папка APK, и здесь ищем именно сжатый наш архив, вот он, бэкап. Теперь в этом приложении OneDrive нажимаем файлы. Вот происходит загрузка нашего бэкапа. Также, конечно, на всех Android смартфонах есть Google Диск. Вы можете загрузить бэкап на него. На этом этапе я просто посоветовал вам, куда загрузить ваш бэкап. Именно я пользуюсь приложением OneDrive. А вообще, конечно же, не важно, куда вы его загрузите. Важно потом то, чтобы вы скачали его на ваш новый смартфон. Идем дальше, друзья. Наш бэкап загружен на облако, либо на компьютер. Теперь на этом смартфоне я удалю все резервные копии и сделаю так, что как будто это у меня новый телефон, и на нем нужно загрузить наш бэкап и восстановить все наши приложения и данные.
Итак, я удалил отсюда все резервные копии и сделал так, как будто бы это у меня новый телефон, и на него нужно загрузить бэкап. Идем в настройки, системные настройки, создать резервную копию и перезагрузить. Резервная копия и перенос. Нажимаем локальная резервная копия. Видите, здесь у меня бэкапов нет, а нужно, чтобы он появился. Итак, эти настройки можно закрыть. Теперь на наш новый смартфон снова скачиваем эти приложения OneDrive и Mixplorer. Теперь, если ваша копия бэкапа находится в OneDrive, заходим в него. Вот он, мой бэкап. Я его выделяю, нажимаю «Скачать», «Открыть параметры». Здесь нужно давать разрешение, память, «Разрешить». Снова идем назад, выделяем наш бэкап, «Скачать». Обратите внимание, что по умолчанию он скачивается в папку Download. Нажимаем «Сохранить». Теперь приложение OneDrive можно закрыть. Идем в стандартный проводник, память устройства, папка Download. Там и будет лежать наш бэкап. Но я уже, друзья, на нашем новом смартфоне снова создал папку APK. Заходим в нее и переносим сюда наш бэкап. Теперь удерживаем на нем. Еще извлечь файлы. Теперь у нас появляется новая папка бэкап, разжатая. Можно выйти из этого проводника, он нам пока больше не нужен. Теперь идем в Mixplorer. Та же самая папка APK. Находим ту нашу разархивированную папку бэкап. Удерживаем на ней. Нажимаем 3 точки. Копировать в. Нажимаем вот эту сноску. Внутренняя память. Android. Дата. Папка com.color.as backup restore. Обратите внимание, что здесь у нас в этой папке com.color.as backup restore не должно быть создано папки backup. Друзья, просто может быть такое, что ваш новый телефон сам может создать в этой папке пустую папку backup. Так вот, ее нам нужно будет удалить. Если она у вас уже здесь будет, папка backup, то нажимаем «Отменить», потом идем в корневую папку, идем в папку Android, дата, все та же com.color.as backup, и вот здесь, если у вас уже создана папка backup, об этом я только что говорил, просто удержите на ней, у меня этой папки нет, поэтому я просто покажу на этой, и нажмите «Удалить». Теперь снова двигаемся назад и проделываем те же шаги, заходим в папку APK, выделяем бэкап, 3 точки, копировать в, нажимаем эту сноску, внутренняя память, Android, дата, com.color.as backup restore. Теперь мы удалили нашу папку backup, если, конечно, она у вас была. Если у вас ее и не было, то просто нажимаем ОК и копируем туда наш бэкап. Файлы скопированы. Этот проводник можно закрыть. Теперь идем в настройки, системные настройки, создать резервную копию, резервная копия и перенос, локальная резервная копия. Видите, на нашем новом смартфоне здесь появилась наша копия бэкапа, которую мы перенесли сюда вручную. Теперь на нашем новом телефоне нам осталось нажать кнопку «Начать», и все наши приложения и большинство настроек и данных восстановятся. Друзья, этот способ переноса резервной копии вручную самый практичный и самый проверенный. С ним никогда не возникает никаких проблем. Пожалуйста, не забудьте поставить лайк этому видео, подписывайтесь на канал, задавайте свои вопросы в комментариях, постараюсь помочь. Как всегда, желаю вам только качественных девайсов и правильных настроек. Увидимся в следующих роликах. Пока-пока.